Дорогие мои, приветствую вас. Откуда бы вы меня ни смотрели и к какой бы культуре и языку вы ни принадлежали, от всего сердца желаю вам здоровья. Сегодня я хочу представить вам продукт, который, если вы хотите уменьшить увеличенную простату, вам обязательно нужно есть. Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, разве можно уменьшить простату с помощью одного продукта? Да, можно, потому что этот продукт подавляет определенный фермент, а этот фермент вызывал выработку вещества, которое и играло главную роль в увеличении простаты. Поэтому оставайтесь со мной до конца этого видео. Вы будете поражены. А перед этим, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик рядом и выберите все, чтобы не пропустить эту достоверную медицинскую информацию. Итак, когда простата увеличивается, это приводит к ослаблению струи мочи и вызывает ощущение неполного опорожнения. Как будто мочевой пузырь опорожняется не до конца, и это заставляет вас постоянно ходить в туалет, чтобы помочиться. По сути, это одна из главных причин ноктурии и ночных пробуждений. Эта проблема чаще встречается у мужчин старше 50 лет, но если вы столкнулись с ней до этого возраста, это может сигнализировать о скрытой проблеме со здоровьем. Может ли увеличенная простата перерасти в рак? Да. И именно по этой причине я рассмотрел эту тему со всех сторон в нескольких видео, потому что это очень серьезно, и мы не должны позволить ей дойти до этой стадии. Но не волнуйтесь, все в ваших руках. Если вы действительно захотите это предотвратить, вы сможете. Но в чем вообще дело? Почему железа должна становиться все больше и больше? Для увеличения простаты у вас должен быть определенный тип гормонов, которые запускают этот процесс. Один из этих гормонов – тестостерон. Поскольку тестостерон – это анаболический гормон, он связан с ростом. И вот этот тестостерон с помощью особого фермента превращается в дигидротестостерон или ДГТ. Видите, название стало длиннее – дигидротестостерон. И не только название, но и его сила увеличивается. Именно он и играет роль в увеличении простаты. По сути, один из самых продаваемых препаратов, которые назначают при этой проблеме, работает именно по принципу подавления фермента, который вызывает превращение тестостерона в ДГТ. Но ведь с возрастом уровень тестостерона снижается, не так ли? Значит, и уровень ДГТ тоже должен снижаться, верно? Но почему тогда простата продолжает увеличиваться? На это есть две причины. Во-первых, с возрастом преобразующий фермент становится более активным, из-за чего вырабатывается больше ДГТ, и он сильнее влияет на простату. Во-вторых, увеличение простаты больше зависит от местного воздействия ДГТ на клетки простаты, чем от уровня тестостерона в вашей крови. Поэтому даже когда уровень тестостерона в крови снижается, ДГТ внутри простаты все еще может стимулировать рост клеток и увеличение железы. Так вот, известные препараты, которые вам назначают при увеличении простаты, могут уменьшить эту проблему примерно на 25%. Но у них есть интересные побочные эффекты. Например, снижение либидо, развитие синдрома, который начинается после отмены препарата и включает такие симптомы, как суицидальные мысли, уменьшение полового члена и рост тканей груди. К тому же они повышают риск рака простаты. То есть прямо противоположно той цели, которая у вас была изначально. Если не считать этих моментов, препарат вполне эффективен. Теперь вопрос вот в чем. Существует ли природный ингибитор для этого преобразующего фермента? Что-то, что не позволит тестостерону превращаться в ДГТ, и при этом не будет иметь тех побочных эффектов, о которых я вам рассказал. А вместо этого будет полезным для здоровья. То есть что-то, что уменьшит ваше воспаление, будет обладать мощным антиоксидантным эффектом, сможет снизить риск увеличения простаты и предотвратить развитие рака. Просто шедевр. К счастью, ответ «да». У меня даже есть исследования, которые показывают, что это вещество может снизить риск увеличения простаты примерно на 21% и также значительно уменьшить риск рака простаты. Называется оно ликопин. Ликопин – это натуральный каротиноид и красный пигмент, который содержится в арбузе, грейпфруте и, если я правильно помню, также в моркови. Однако, если вы хотите получить большое количество ликопина, лучший его источник – это помидоры.
Причем не только свежие помидоры, но и томатный соус или даже домашняя томатная паста. В них содержится большое количество ликопина, потому что при нагревании помидоры выделяют больше ликопина, и его усвоение нашим организмом облегчается. Если вы сами готовите пасту и соус, обязательно используйте кето-рецепты без сахара. Чем натуральнее ингредиенты, тем лучше для вас. Таким образом, можно сказать, что лучшая еда при увеличенной простате – это еда, в которой достаточно ликопина, оливкового масла, а также противовоспалительных и богатых антиоксидантами овощей. Но почему? Потому что ликопин жирорастворим. То есть, если вы 3 раза в неделю будете готовить какое-то блюдо с помидорами и добавите в него немного оливкового масла и немного его нагреете, то это тепло и жир помогут лучше и в большем количестве извлечь ликопин. А если вдобавок вы будете есть салат с помидорами и крестоцветными овощами, такими как кейл, брокколи, брюссельская капуста, это будет лучшая еда при увеличенной простате. И таким образом вы сможете получить по-настоящему защищающее простату блюдо. Но эта еда не сможет вам помочь, пока вы полностью не исключите из своего рациона эти 4 вещи. Эта часть очень-очень важна. И это причина, по которой многие пациенты с простатитом не видят результатов. Так что слушайте очень внимательно. Первое. Молоко и молочные продукты. По сути, это худшее, что может быть при вашей проблеме, потому что гормоны роста, содержащиеся в этом молоке, могут увеличить вашу простату. У меня были пациенты, которые говорили, каждый раз, когда они едят молочное, на следующее утро у них проблемы с мочеиспусканием. Причина в том, что молочные продукты получают из коровьего молока. В нем есть гормоны и факторы роста, и оно вызывает еще большее воспаление простаты. Так что лучше исключить молочные продукты. Конечно, сливочное масло и топленое масло здесь являются исключением, и их исключать не следует. Второе – растительные масла. Они сильно переработаны и полны омега-6. Они усугубляют ваши симптомы, усиливают проблемы с мочеиспусканием, а также усиливают и даже распространяют воспаление. Значительная часть увеличения простаты – это, собственно, воспаление. И именно тогда, когда вы исключаете воспалительные продукты, ваше состояние улучшается. Третье – сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают выброс большого количества инсулина. Инсулин – это анаболический гормон, то есть он связан с ростом. А в чем ваша проблема? Рост и увеличение простаты. Четвертое – соя и соевый белок. Они вызывают гормональные проблемы. Они могут увеличить вашу простату, потому что содержат эстрогеноподобные вещества, которые плохо влияют на ваш гормональный баланс. Теперь вопрос, который может возникнуть у многих. Какая диета лучше всего подходит при увеличенной простате? Я предлагаю вам 3-месячную карнивор-диету с исключением молочных продуктов, особенно сыр. И ешьте только мясо, яйца и морепродукты. Я уверен, что вы будете поражены результатами. Попробуйте, а потом вернитесь и напишите о результатах внизу для меня и других друзей, чтобы это стало мотивацией для новых подписчиков, которые хотят начать. Видео выше и видео ниже. Мне даже не нужно говорить, сколько в них полезной информации. Посмотрите сами и поймете. Я вас очень люблю. Вы для меня очень ценны. Я не прощаюсь с вами, потому что знаю, что мы снова увидимся в одном из этих 2 видео.